Так, давайте. Вот эти две гнал раскрываю. Давайте помогу. Я посмотрю заодно, как она работает. Убери руку. Давит. Он тоже давит? Да. Давно не ездила, надо привыкнуть. Ну да. Сигналишь уже ему? Видишь, я только ручку газа бросаю, он сразу. Вот, держи вот так вот. Теперь я влево, и ты тоже туда. Вот так вправо, и ты тоже вправо. Выехал с женой. Первый раз за 12 лет. Вот сейчас маленький такой мотопробег. На улице сегодня на 10 градусов прохладнее, чем вчера. Но это вообще нам не дало повода остановиться. Потому что мото это мото. И как раз таки сейчас 16 градусов. Самая та погода, чтобы ездить на Кавасаки. Свежий воздух, тебе не жарко. Ему отлично, он любит свежий воздух. Ну и не как бы не холодно. 16 градусов вообще четко. Все чувствую комфортно. Вот так, вот так. Вот. Когда должна с тобой жена так раз. Должна, я говорю, держи меня, чтобы наклонялись вместе. Направо. Уи. О, холодильник кто-то выставил, нормально, да? Ну, наверное, сдох. Ты не отпускайся, так держись пока за меня еще. Значит, я вот здесь вот так вот стану сбоку. Ну что, первые пару километров? Дуй. Ну, дует это нормально. Ну, это ж тебе не машина, все правильно. Должно дуть. Вон, смотри, мухи, они у меня здесь вот в ногах, и здесь вот вздыхают собаки. Тан-тан-тан-тан. Мото джинсы, мото куртка. Не, куртка точно мото. Это моя первая. Я же еще на фаршуле ее покупал, представляешь? Ой. Устраиваюсь поудобнее, да? Все. Поехала. Все время проверяю сумку. Закрыл, не закрыл. Вроде закрыл. Кстати, уже было, когда я ехал на магистрали, и у меня рюкзак открылся как парашют при 240. Но это еще то вам ощущение скажу. Ну, может, там было 230, но, по крайней мере, я чувствовал это. Очень сильно чувствовал. Так что сейчас вот лишний раз решил выехать. Будет как бы контент. Еще и с женой. Еще и понедельник. Это вообще непривычно. Я обычно в это время-то на работе еще нахожусь. 40 километров отсюда. 36. Тут получается у нас понедельник. А я здесь на Кавасаки, видите ли, бензин полю.
так вот. Ну, при торможении как-то, да? Что, страшновато чуть-чуть? Ну, слышит. Мы поедем налево. Ну, Ваня, он какой-то не местный, дорогу не знает. За ним ехать не то еще удовольствие. Никого. Вот классно здесь. Среди недели, будни. Никто тебе не мешает. Ну, как у вас ощущения? Как у вас, нормально все? Нравится? Я помню. Я помню, что там закрыто. Ой. Я чувствую, когда мы тормозим. Икс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В машине все. Он едет, тарахтит, как погремушка. Что-то сильно, очень сильно сломалось у него там. Так тарахтеть нормальная машина не может. Здесь мы уже были не раз. Заправлялись здесь не раз. Да, цены на заправке посмотри. Да не то слово. Цены на заправке смотришь, и в районе сердца что-то щемит. Шутки шутками, а так и есть. Потому что это ненормально. Мы проехали 15 километров, и здесь реально на 12 центов разница. Хотя у нас зимой стоила солярка евро и бензин евро 20. Зимой вообще были цены шикарные, никто никуда не ездил. Придется цены скидывать, потому что спрос-то падает. Сильно спрос падать стал. Ну как, не так сильно, но есть. 2 дня бы, 3 дня бы взяли бы люди, просто бы никуда бы не поехали, поставили машины, забастовали. Я посмотрю, как они заговорили. Держись. То сразу видно, рабочий день, грузовики поехали. Они вот в субботу-воскресенье 40-тонники стоят. Работа водителя, она еще та штучка. Много думают, что вот, что там, да, типа сидишь, баранку рулишь, ага. Сразу же видно, что ты уже что-то не так с тобой, что-то не там, что-то ты не в том регионе находишься. Цена на бензин — это первый показатель, что ты не дома, а в гостях. Дома тебя такими целыми на бенз не балуют. Видишь, у них еще каникулы не кончились. Ага. Не начались, точнее. Или наоборот, они в школу уже пошли. Да, у них первые были. У нас вот, видишь, как вот проехали 20 километров. Наши сейчас в каникулы дети, а эти вон, пожалуйста, в школу ходят. Вот так вот. А у нас-то каникулы. Только 2 недели прошли. Еще целый месяц детишки будут отдыхать, в принципе. Вон знак. Унфальдрот. Унфальдрот. То, что значит, ну как здесь вот это очень сильный крутой поворот. Но здесь есть товарищи, которые далеко за 100 км в час
в этом повороте лежат и коленкой шлифуют. И вот там за планочкой уже крестик стоит. И с той стороны есть кресты. Дорога популярна. Здесь в свое время даже ложили палки на той стороне двухполосной, чтобы повороты не летали так сильно. Уже знаки стоят 70-50. 20 лет назад здесь еще можно было сотню поливать. Но я сейчас, в принципе, здесь из здравого смысла здесь 100 бы не поехал, если честно. В принципе, вот этот прикольный городишко. Сейчас вот мы на окраине, сейчас мы заедем в центр, там есть парк. И там, конечно, вся красота. Вот это, там есть одно здание такое прям, которое исторически важное, красивое по-своему. И вот на BMW ему надо было, да? Вот эти памятнички прикольные со звуками. Не знаю, дойдет до них в очередь или нет. Просто хотелось показать вот эту вот красоту парка. Вот этот выйдем, там водичка бежит, никому не мешает. Здесь вот все вот курортная зона туристов, вот этих вот грязевых ванн, там напротив казино. Пенсионеры там оставляют свои пеечку свою. Там люди гуляют, все четко. Здесь вон кафешка, сидят, отдыхают. А здесь мы на мотоцикле, ну не страшно. А он не видит даже. Ничего страшного. О, на ягуарчике, да? Выскочил. Едет себе такое. Я-то остановился, как бы правой перед левым. Все как положено. А этот хочет парковаться. Вот, короче, центр города. Подъезжаешь, а у тебя тут пальма, да? Как будто ты где-то вообще непонятно, не в Германии. Ну это же не круто, разве? Это же офигенно. Красота. А вот прямо перед нами вот стоит здание. Туристическая как бы цель. Ну вот сейчас мы, в принципе, давай посмотрим. Можно нет туда подъехать, но не прям на мотоцикле, нет? Остановка запрещена. Но мы вот так вот подъедем. Вот так вот. Вот так. О, блин, даже что не поворачиваться, так подняться. Что там, 1:30? Правильно время показывают? Да. Кристус Кирхе, Пюрмончик. Ну вот вам, пожалуйста. Сколько лет в обед там стоит. Но сейчас мы не будем слазить, мы поедем дальше. Держись. Поедем еще чуть-чуть прокатимся там. Вниз нам спустимся. Вот, короче, это городишко Бад Пюрмонт называется. У нас все города вот эти вот, которые в Германии написано слово Бад в начале города, это все связано с вот этим курортной темой, да. То есть Бад это как вообще ванна, слово Бад переводится. А здесь вот отели, пансионы, вот отели, какая красота, да. Вот здесь вот отдохнуть можно тоже пару деньков, так вообще прям. Вот, пожалуйста, здесь парковка, там парковка. Мы поедем сейчас здесь посмотрим, чуть стоит бомбар, аллея какая-то. Что здесь за дела такие? Мы здесь последний раз, наверное, были на машине. Да, вот здесь вообще. Здесь апартаменты вообще вон крутые. Здесь вон пальмочки. О, вообще красота. Мы сейчас поедем, так кружочек там дадим. И в кафешку заедем. Она еще ничего не знает, кто сзади меня сидит. Жена еще не в курсе. Я сейчас шепотом говорю, потому что я когда громко комментирую, она меня слушает. Мы поедем здесь налево. Так. Ну? Да что-то, откуда вы взялись? Никого же не было.
все-таки или со шлемом-то ходить не буду. Я, скорее всего, может быть, включу просто iPhone, ну и буду записывать. Хорошо в Германии ездил вообще без карты, чисто вот по знакам. Я знаю мое направление, и все. Знаки стоят везде, вообще не паришься, все четко. А, вон, смотри, чувак сделал, что классно. Так я сейчас тоже так сделаю. Вообще удобно, слушай. Че я буду мучиться, я тоже так же заеду. Вообще удобно. О! Видишь, у них палатка, все дела. По идее, под ней должны мушки отлетать прямо. Вот как, она как полированная чувствуется, но она просто толстым слоем лак покрыли. Ничего? Да, здесь мушки есть. Да, это чуть-чуть. Да, вода прям. Все время здесь льется, да? Точно. Пускай стоят наши вот. Вот она, в принципе, вот. Пальмы, да, в центре города стоят пальмы. И мы сейчас находимся не в Испании, мы в Германии. Такая туристическая такая цель здесь, да. Здесь вот все сделано такое вот. Водичка. Она прямо вот здесь вот по стенке вон вода бежит вообще, смотри. Вау, чистейшая просто. Смотри, вообще прикол. Там такой бах, и игрушка стоит. Вот смотри, вот пальма, да, и вот смотри, вот так пальма в кадре. Ну вот, Вячеслав, еще раз напоминаю, я вам уже, наверное, рекламу раз 10 делал. Она с нами. Кстати, там же, я уже видел в Инстаграме ваш пост. Скоро получу сумочку. Ну да, там вроде как карта лежит, да? Айскафе. Скэнен und einchecken. Вот, смотри, у нас вот, представляешь, вот, сканировать и einchecken. Люка. А там что написано? Там тоже стоит люка, там только вот здесь номер стоит 44 вроде бы. Вот здесь тоже вот. Раз, два. Красота. Ну что у нас тут? Мороженки. Мороженки тут это... Мороженое можно сравнить с произведением искусства. Вот это на фотографии так выглядит, да? Они реально поднесут один в один. Оно будет выглядеть вот так. Тяжело. Оно все такое мощное. Смотри, цены как подскочили, видишь, 5, 6, 7 с лишним, да? Ну, слушай, они чем... Смотри, чем дальше, тем клещи, киви, эрбе. Фрюстиги. Ты не жарко в курсе? За жарко не спотела. Это вообще бомба. И это реально будет вот, ну, может быть на 1% будет не совпадать с картинкой, но в основном будет совпадать. Вот она, классика классики. Спагетти балагнес, ну такой, как в томатном соусе, спагетти айс. Так и называется спагетти. Просто я смотрю, здесь амаретто, здесь ликер, да, это алкоголь. Да, тебе смотреть, читать. Да, я же как бы за рулем. То я просто останусь при классике, возьму спагетти айс, слышишь? Какой там очень много разных. Смотри, здесь вот этот ганстромаль, смотрите, здесь соус. Ванильное шоколадное. мороженое. Это получается, что это у нас? Эрбер соус пойдет? Да, клубничный. Слушай, это что? Знаешь, это сколько там еще зана? Nичего. Ich nehme dann hier dann mal das Spaghetti Eis, genau, ja? Spaghetti Eis mit Erdbeersoße. Jawohl, danke. Und noch Karte bezahlen oder nur bar? Nur Bargeld. Я gut. Господи, поедешь. Заказали мороженое. Короче, будем сейчас смотреть. Я думаю, ну, они могут копию сделать, да, один в один. Сейчас оно так и будет. Ждем мороженое. Coppa Italia. Ja, wow. Und Spaghetti. Kann ich bitte schon mal kassieren? Ja, klar. Ну, короче, спагетти похоже на спагетти, но от того, что на улице температура чуть-чуть побольше, он начинает здесь таять. Ну, как на картинке, даже лучше. Ты когда
Слушай, она еще вкуснее. Ням-ням. Короче, тут спагетти стоит 5 евро 30. 5 евро. Если по 80 рублей, это что-то в районе 400 рублей с лишним. Ну, в принципе, здесь мороженого, блин. Я не знаю, сколько здесь шариков. А как ты думаешь? Ну, шарика 2, мне кажется, 3. Просто они как воздушные, между чуть воздух есть. Вот так вот спагетти вот здесь вот. Это все ванильное мороженое, да? Называется, скажи мне, я скажу. Сливки. Сливки, да. А вот здесь, смотри, хитрые. Тоже сливки. В середине шляпа вон. Ну точно, там тоже сливки вот эти белые. На всех мороженое. Угу. Вот она вся и причина. Но в принципе у тебя такое ухо Микки Мауса. Только видно, чем сегодня. Ну, пепельница стоит. Кем он взял? Она имеет право. Первый 2 столика. 5 евро там. Прикольная вещь. Я больше не смогу, кстати. Потом ехать на мотоцикле тяжело. Раз в этом году не получается приехать в Италию настоящую. Мы просто приехали в кафе Венеция, 30 километров от дома. Мороженое почти такое же вкусное, как в Италии. Почти. К сожалению, мороженое в Италии такое же вкусное, только в Италии бывает. В Германии тяжело такое встретить. Мы уже по Италии знатоки чуть-чуть. Раза 4 там были. Пиво вкусное в Чехии, мороженое вкусное в Италии. Кстати, самая дешевая пицца в Италии это была Венеция. Пицца именно в городе Венеция. Представляете? Мне смартфон говорит, батарейка скоро сядет, представляешь? Я его не зарядил, сюда не заряжал. Сейчас вот видео, снимаю фото, у меня такой тынь табличку. Вставляй, говорит, меня в розетку. А у меня с собой ни кабеля, ничего нету. Ничего себе тут летает. Это шмель. Так что заканчиваю записывать на iPhone. Мы сейчас докушаем. Потом надеваем наши гермаки и вперед дальше. В соседнюю деревню. Устрою жене сегодня 1 день отпуска. А завтра сам пойду на работу. Вот такой я извращенец. Гиви. Так вот, вонючий. Закрываем. Вонючий. Покушали чуть-чуть. Там, наверное, даже качество было видео лучше, потому что это было записано на iPhone. Но, в принципе, мне и этого качества хватает. Красотища. И вот водичка так бежит, но все время здесь водичка такая. Ты сидишь, раз, два, три, и там стоит раз, два, три. И ты сидишь, вот здесь в центре такая водичка журшит. Вот этого всего суеты не чувствуется. Какая-то шумоизоляция, только наоборот. О, смотри, автобус чешет. Что там стоит? Ойропа, пля. Так, ну-ка, отойдите, я запрыгну. Опа, это тоже уже не молодой. Так, подножки. Залазьте, да? Я подожду. Все. Блин, опять визор закрыл, у меня опять ночь. Так светло ж было все. Просто тучки, такие штучки. Ну, мы сейчас еще прокатимся, я уже по WhatsApp договорился с нашей знакомой. Ну-ка, подожди. iPhone на месте? На месте. А вот сейчас вот здесь вот повернем. Нам надо вот. Тут не стоит, что нельзя ехать, значит можно? Ну здесь, да. О, раньше такого не было. Мы же заезжали туда, не? Ну здесь-то можно ездить. Тогда нам придется развернуться и на следующем перекрестке повернуть направо, потому что мы должны как-то этому замку попасть, правильно? А вот здесь казино. Здесь вот магазины. Вон там парк. Открытый, кстати, парк тогда закрытый был. В следующий раз с детишками приедем в этот парк. Вот мы сейчас как раз таки туда едем, где мы только что были. Нет, разворачиваемся. А вот там парк. Нифига там парк у них жесткий. Да, но он не маленький, слушай. Все, я хочу показать вам здание одно. Очень-очень-очень старое. И сейчас мы выйдем от Седова. Вот в таких колхозах, кстати, много вот таких
закоулков с односторонним движением, надо быть аккуратнее. И самый прикол, когда ты вот пешком ходишь, ну, редко на эти вот знаки обращаешь внимание. Мы с коляской бегали и как-то пофигу было. Сейчас вот на мотоцикле заехал. О, а туда здесь, знаете, кажется, нельзя, там кирпич. Я что-то не обратил в том году на это вообще никакого внимания. Мы сейчас, допустим, здесь повернем. Здесь вот красота, вот здесь вот там тоже посередине ручеек. Вечером фонарики вот здесь плитки подсвечиваются. Такая романтика вообще. Все подстрижено, все четко, все. Вообще красота, блин. Ни одной соринки нигде не валяется. Мусорки, лавочки. Вот это вот прикольная вещь. 4 вот эти зоили. 4 столба. И у них у каждого идет звук там свой, классический выходит. Вообще прикольно. О, смотри, стрелка зеленая. Та-да! Так эти стрелки эти остались только на других кусках земли Германии, но не у нас. Вот, мы сейчас повернем здесь направо 2 раза. Сейчас мы это увидим. Я вам это покажу на камеру. Блин, а что такие тучи собрались-то? Вообще не прикол. Вот прямо перед вами парк, который тоже закрытый забор. Кстати, в этот парк, чтобы идти гулять, надо платить бабки. Подстрижено все тут. Вот водичка, все дела. Вон удочки, мясо. Вон тут фоторужьем стоит чувак. Не, он там, он какой-то замок, я не знаю, кому он, чему принадлежит. Могу, в принципе, найти в интернете про него инфу и, соответственно, выложить в описании под видосом. Вообще без проблем. Мы сейчас вот здесь вот так просто тупо остановиться. И вот, короче, вот этот замок, получается, сейчас парк вот все сделали под музей. Вон там уже открыли, вещь большая. Там, короче, выставки вон. Ну, тут целая история. Он весь, получается, со всех сторон вот так вот обмытый водой, чтобы к нему не подлезли эти вражеские да, все дела. Он, получается, этот шлёз, как замок по-русски. Вот смотришь его полностью, вон там тоже вода со всех сторон. У него только вот с одной стороны есть вход. Ничего себе. А так везде все подмыто водой, вон, все водой полностью. Как бы такие крепости строили раньше, чтобы к ним другие никто не завалил. Возвращаемся на нашу землю. У нас вот, видишь, у нас каникулы, а здесь вот люди в школу уже пошли. Вот такая вот жизнь. Кавасаки поехали. Давай. Стой, говорит. Держись. Вышли, решили на зебру. Это вот здесь мы на зебре остановились. В Германии насчет этого строго. А вот в других каких-нибудь странах там, конечно, я помню, в Казахстане мне надо было через зебру переходить. Ну, я решил пойти, а это самое, ты сейчас попрешь и тебя тупо задавят, да? Ну, надо быть аккуратнее. Мы-то здесь живем, уже, можно сказать, в туристической местности такой, более или менее. У нас, конечно, серпантинов мало, но есть что посмотреть. О, М3 поехал. Не, М2. М2, извиняюсь. Ну и, соответственно, к нам люди приезжают с севера, с юга. Голландцев много раньше приезжало, потому что для голландцев Германия это прям рай. В Германии на мотоцикле ездить кайф, как бы ты там ни говорил, да. Красота, ой-ой-ой, все хорошо. Так вот возьмем сейчас вот здесь вот прям на Тойоте. Ой, там вон полиция стоит, что-то случилось, а смотри. В кусты машина залетела. Ё-моё. Вот там новые, вообще так взял, заехал. Вот вообще пофиг. Вот трафик уже гибридный есть. А что там полиция была? Давай посмотрим, что. Ну вот Тойота, там Короллы новые, Ярисы. У нас Тойоты такие, блин, мелколитражные. Машина залетела, здесь непонятно, почему ее менты остановили. Полиция. И здесь, в принципе, вот граница, как я уже говорил. А, они просто их в бухту загнали или что? Вон, поехали дальше менты, да? Да, уехали. Вот стоит знак. Unfall tot droht. Это для мотоциклистов, в принципе, знак. Там много, конечно, его не придерживаются, да, но бывает. Что поделаешь. Молодежь не ценит жизнь. Тут, в принципе, вот, едешь на маленькой скорости, тебе хватает. Сейчас асфальт поплыл, а так много. И уже здесь не так кайфово, как раньше.
вдвоем как бы напряжно чуть-чуть. Потому что, ну как, или ты в одного едешь, или вдвоем, тут надо, и так надо всегда за двоих думать. А здесь получается, кроме того, что за двоих думать, получается, я торможу, она еще на меня сзади давит, и это как бы чувствуется разницу. Вот это маленькая последняя деревушка приграничная с нашим регионом Северная Рейн-Вестфалия. Соответственно, мы сейчас с нее выезжаем. Все, граница заканчивается. Здесь все работают, все ходят в школу, а у нас тут через 2 километра все, каникулы, отпуск. И вот этот праздник в июне, в ноябре, когда мы... Вот он знак был. Северная Рейн-Вестфалия. Все, мы переехали границу, представляете? Деревня прямо на границе стоит. Такая фура выйдет, я теперь нифига за него не вижу. Так, гольф поворачивает. Там Бэха. Бэха подождет. 3 раза перед носом выезжали уже за 2 дня. Достали. Предупреждай. Все? Поехали. Ну такой спальный район деревушки. Ну нормально точило. Так, ну что? О, как повезло. Ну, нормальные колеса у тебя стоят, чувак. А то сейчас умник у меня сейчас возьмет, рулем дернет. Вот голландцы. Только сегодня про них подумал, что голландцев мало. Вот ездят. Наши местный туризм для голландцев это вообще. Им ехать недалеко. Им здесь есть что посмотреть, потому что у нас это горы. Вот в деревушке здесь стоит 30, чтобы соблюдали порядок, тишину. Посередине пара лавочек стоит. Все нормально, все красиво, все травка подстриженная, домики красивые. Как в книжке, прям как в книжке. Приезжаем сейчас, технику в гараж, приготавливаемся на работу, мне надо будет еще вечерком. Нормально. Денек прошел не зря. Надо каждый день тому радоваться, что проснулся, дышать можешь, руки ноги на месте.